волосики мы так тоже поставили у наружного, встали. И все так вот прочувствовали. И начинаем медленно раздвигать ткани в разные стороны. Медленно-медленно, никуда не торопимся. Вот так вот не надо делать. Мы сейчас встали. И подушечками прям встали. Чувствуете, как прям идете по костным структурам. Идем в разные стороны. То есть вот эти наши гусиные лапки, да, вот они идут. И мы вот эти гусиные лапки вот так вот раздвигаем. То есть мышца, она вот так вот сжалась, а мы ее раздвигаем, чтобы этого заломчика не было. Мышцы вот так, вот они, допустим, да, гусиные, вот. И вот эту морщинку нам надо вот так вот взять и расправить. Когда я разговариваю, вы делаете. Не останавливайся, потому что все-таки на видео мне надо немножко объяснять. А может быть, надо молчать. Я еще не знаю, как надо. Будем искать свой формат. И немножко тоже так вот смещаемся к волосистой части головы. Отлично. И с другой стороны встали и раздвигаем наши гусиные лапки. Я забыла, что я рассказывала. Я забыла, что я рассказывала. Коллаген? Что-то было про коллаген. Вот так вот. Вот так вот, кстати, нелегко во время упражнений. Конечно, мне всегда, когда я себе делаю массаж, я молчу. Я настолько сосредоточена. А здесь мне нелегко делать и говорить. Тоже одна задач научиться. Я говорила, что видео будут подольше на YouTube. В Телеграме немного покороче, там по 10 минут. Поэтому вы смотрите, где вам удобно. По 20 минут вы можете делать, допустим, один раз в неделю, по 10 минут, ну, желательно каждый день, через день, ну, почаще. Ну, 10 минут можно, в принципе, найти. 20, я понимаю, уже долго. Далее мы с вами все очень хорошо здесь разогрели, мышцы уже начинают расслабляться, и мы завершим с вами в этой области складочкой. Идем также от наружного к волосистой части. Как вам удобно? Мне будет вот так вот удобно. Найдите для себя то положение рук удобное для вас. Смотрите, что здесь важно. Складочку не терять. Если она очень тяжело берется, возьмите сухую салфеточку, разорвите ее, чтобы она была не супер большая. Взяли также, да, салфеточку вот и схватили. И пойдемте с этой складочкой. Все наши здесь фиброзирования. Кто, может быть, делал инъекции, вам очень здорово здесь поработать в этой области. Ну, если вы делали в этой области инъекции. Потому что все-таки развивается фиброзик. Мы должны поработать с ним. Отлично. Складки должны хорошо браться. Я вам так скажу. Если плохо берется, то плохо. Это не классно. И еще 2 разочка прям буквально. То есть мы должны прям довести эту складочку, довести. Отлично. И с другой стороны. Ага. Вот так вот. Знаете, когда я себе делаю массаж, конечно, я там... Меня же не снимает камера. Мне же не важно выглядеть хорошо на эту камеру. Поэтому я там по-разному беру складочки. Здесь мне все-таки хочется более-менее выглядеть. Поэтому я не знаю, как красиво взяться. Идем до волосистой части. Идем. Отлично. И еще прям несколько разочков взяли. И пойдемте.
поймете. Здесь, кстати, может быть прям болезненно, может. Но если больно, как я говорю, 10 баллов, ну, послабее надо взяться. Не должно быть максимально больно, где-то на 7, на 6, да. То есть тоже этот момент очень важен. Не вводите так сильно свой организм в стресс-массажик. Не всегда такой он приятный. Мои клиенты это знают. Я всегда на первом сеансе говорю, кто-то вам рассказывал? Если кто-то рассказывал, он говорит, да. Я говорю, а кто не знает, я говорю, ну, мне массажик, он же поглажен. Я, конечно, говорю, могу погладить, но, понимаете, говорю, к сожалению, это было бы легко вот так вот коснуться, спазм ушел, и морщинка ушла. Я бы с удовольствием так работала, но надо немножко иногда потерпеть, на 7, на 6, он говорит, терпим. Далее, что мы с вами сделаем, уже близимся к концу видео, поменьше надо мне говорить, что мы... Теперь немножко разомнем бровки, да, чтобы наш взгляд был не вот таким, а вот так вот приподнялся. И здесь уже бонусом у вас еще разгладится межбровка. Приступим. Просто идем с вами по всей брови. Тоже, если вам тяжело, то возьмите салфеточку. И вот так вот мнем, ее всю щипаем. Вообще бровки я тоже очень люблю мять, потому что хорошо уходит межбровка. Но мы об этом более подробно будем говорить уже в других видео. Мне надо, конечно, посты писать о том, где что, как образуется. Это очень важно понимать, что мы не просто вот, я вам говорю, вот здесь коснулись, все уйдет, и вы мне так поверили. Нет, чтобы вы понимали, как это все образуется, и когда работали, так, я считаю, так вообще легче, когда ты понимаешь, у тебя появляется мотивация, во-первых, что это правда все получится, потому что ведь механизм-то вот так устроен, если вот тут и вот так сделано, значит, вот так и уйдет. Логически, когда мы это понимаем, оно и эффект будет, когда мы с логикой все делаем. И с другой стороны, здесь мы говорим с вами, межбровка тоже уходи, пожалуйста. Межбровка, пожалуйста, тоже уходи. Глазки, пожалуйста, распахнитесь. И межбровка, пожалуйста, уйдите. Угу, отлично. И еще чуть-чуть. И еще последний разочек. Отлично, вижу, уже 22 минуты идет видео. Последнее, предпоследнее. Мы с вами немножко вот такую вот дрожь такую вот сделаем, чтобы все здесь тряхнуть, ушла отечность. Знаете, я когда затем буду меньше волноваться, я думаю, я буду меньше болтать, меньше как-то так вот останавливаться. Это все мне еще пока от волнения идет. И видео будут прям укладываться в 20 минут. Я обещаю, я научусь. Я научусь меньше говорить. Поэтому я и говорю, такое видео на ютубе, наверное, только один раз в неделю. Потому что слушать по несколько раз на неделю о том, что я говорю одно и то же, наверное, будет сложно вам. И еще один кружочек. А в Телеграме я поменьше. 10 минут. Там только. Отлично. Отлично. Ручки вот так вот с вами сложили к носику. Поставили голову вниз. И идем с вами от носика к ушкам. Идем медленно. Никуда мы не торопимся. Мы сейчас с вами все сливаем от лица. Дошли до ушей. Ладошками встали. И идем вниз по шее. Голову так вот здорово вытянуть. Здесь мы все это сливаем. Отечность тут. Говорим, отечность, уходи. Опять вниз. И идем с вами. Идем. Надо вам потом будет рассказать мою историю, что на самом деле, кстати, я училась 8 лет, и плюс это еще вот врача-косметолога, потому что после ординатуры надо еще обучаться, и обучаться именно на косметологию. И идем вниз, у меня просто все сережки повылетают. Думала, что я буду колоть.
что я буду делать аппаратные, потому что я, честно скажу, в моем городе не было таких массажей, это и так получилось случайно, что я про эти массажи узнала в Москве, когда училась, и поэтому я здесь, поэтому я не делаю пока я, в общем-то, надеюсь, не надо нам инъекции, я вижу хороший результат от всех этих упражнений, поэтому расскажу вам потом свой путь, что инъекции no, вот такие вот упражнения массажные yes, вот, потому что они, правда, очень дают классный результат. Ну что, 8 лет я отучилась, так получилось, вот, и я пришла к этому. Но мне это очень нравится направление естественного омоложения, и хочу сказать, что это должна быть комплексная работа. Кстати, это не только про массаж, но мы с вами просто начинаем с них такими маленькими шажками, это еще и питание, это еще спортивный образ жизни, вот, но мы к этому потом с вами подойдем. Начнем просто с вами с массажа. Ну что ж, я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы выделили время на мое видео, на мой комплекс, поддержали меня. Я вас очень благодарю. И хочу вам пожелать хорошего дня. Вы умнички, что не ленитесь, что ухаживайте за собой. Все у нас получится, мы будем самыми красивыми и самыми здоровыми, потому что здесь не только про красоту все эти упражнения, это еще и про здоровье. Я вас благодарю, всех целую, обнимаю. Ну что ж, пока-пока.